Всем привет! Меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. На прошлом стриме мы с вами договорились, что в моем следующем ролике мы с вами будем тюнинговать мою новую Сканию. Девка за рулем, девка за рулем. И пока мы с вами едем до мастерской, хочу вам напомнить, что у каждого из вас есть шанс попасть в мое видео. И сегодня повезло студенту 59. Спасибо тебе за твою поддержку. Так, мы уже почти приехали. Сейчас мы сделаем вместе с вами красивую Сканию, как вы и просили. Это я очень быстрая. Так, все. Ну и давайте мы с вами перейдем к тюнингу, наконец-то, нашего тягача. В одном из роликов мне говорили, что мне лучше выбрать шасси 4х2, поэтому выбираем шасси 4х2. Я хочу посмотреть, чем это отличается. Видимо, количеством колес и длиной шасси. Вот, хорошо, ладно. Далее, двигатель. Я думаю, что если мы возьмем самый дорогой двигатель, то я точно не ошибусь. Также трансмиссия. Самая нам доступная, тоже самая дорогая, пусть будет она. И интерьер грузовика. Интерьер грузовика. Давайте посмотрим, какие у нас есть предложения, что мы можем сделать. Так, эксклюзив. Вообще выглядит симпатично. По сравнению, да, с тем, что было. Ой, только главное не правый руль. Так, здесь как будто бы вообще ничего не поменялось. Потому что, по идее, я вижу, что руль должен быть в дереве, а дерева почему-то нет. Эксклюзив лайт тоже такое. Так что... А вроде кресло поменялось. Кажется, кресло поменялось. О, ну вот это, конечно, выглядит красивее. Кресло как будто бы кожаное, и сзади такое все симпатичное. Поэтому оставим такой интерьер и можем перейти к покраске. Я думала оставить этот градиент, вот такой у меня переход от белого к фиолетовому, но я все-таки решила, что я хочу сделать другую какую-то покраску, может быть, из нескольких цветов. Как-нибудь перекрасим, посмотрим, что мы можем сделать здесь. A few moments later. В общем, спустя кучу времени я пришла к выводу, что у нас будет вот такая вот Скания. Я думаю, что черный с желтым сочетается неплохо, и думаю, что выглядит симпатично. В любом случае, я, если что, смогу поменять это потом. Или, кстати, можно сделать красный. Давайте тогда оставим красный. Но если вдруг вам понравился желтый, пишите в комментариях, что вам больше понравился желтый цвет в сочетании с черным. И тогда я, может быть, верну обратно на желтый. Потому что сейчас я смотрю, и мне больше нравится, как черный сочетается все-таки с красным. И прежде чем мы перейдем к самому большому тюнингу нашего тягача, хочу передать большое спасибо Александру за его комментарий. И переходим к нашим аксессуарам. Здесь куча просто всего. Дуделка какая-то. Я думаю, можно, наверное, обойтись без нее. Хотя, наверное, да, можно без нее. Проблесковый маяк. Думаю, тоже у нас его не будет. Это тоже сигнал. О, вот это выглядит прикольно. Вот это выглядит красиво, только не знаю, какую поставить. Вот это вот, как это вообще называется? Лайтбар. Какой лайтбар мы с вами поставим? Исчезло. Вот это выглядит неплохо. И, так понимаю, сюда можно поставить всякие лампочки. Можно прям обвесить нашу Сканию кучей лампочек. Или нет? Или лучше сделать вот такие. Наверное, лучше прямоугольные. Они смотрятся не такими громоздкими, как мне кажется. Так, это лайтбар, фары на крыше. О, конечно, давайте сделаем еще фары на крыше. Просто будет Скания с кучей фар.
Козырек. Козырек. Давайте оставим козырек. Если что, я его потом уберу. Посмотрим, как это будет, в общем, у нас смотреться. Хромированные передние зеркала. Хромированные основные зеркала. Так, далее. Табличка напарника. Это можно написать. Давайте напишем лица. Она будет работать. О, серьезно? Прикольно. Это надо оставить. Здесь под табличку вторую добавлять, наверное, не будем. Что это? Рамка лобового стекла, ее поменять нельзя. Дополнительные фары. Без фар и с фарами. Ну, мы, конечно, фары оставим. Логотип у нас один только. Так, это что? Хром, либо эксклюзив плюс хром. Мне больше нравится эксклюзив плюс хром. Так, доп. Фары опять. Эмблема такая же. Боковая эмблема. Давайте сделаем с вами боковую эмблему. Чтобы выглядело покрасивее. Дверные ручки. Давайте пластики хром. Так, это что? Это решетка радиатора. Решетку радиатора. Ух ты, это что? Слот для... то есть мы можем навешать кучу фар. И у нас будет не скания, а какая-то сорока. Ой, даже честно не знаю, можно ли так обвесить ее, чтобы это выглядело красиво и не чересчур. Давайте посмотрим, что тут можно еще сделать. Не знаю. Пусть пока так. О, кенгурятник. У нас есть кенгурятник. Это похоже больше на намордник. Это тоже. Ой, слушайте, я, наверное, даже не буду делать кенгурятник. Потому что мне больше нравится, как выглядит без него. А можем даже сделать вот так. Вот так вот оставим. Фары. Фары. Мне нравится вот с оранжевым. Заводской вариант и краска. Наверное, все-таки лучше оставить вот это. Ступеньки дверей даже можно поменять. Ниндзя. Даже ниндзя. Давайте оставим вот это. Надеюсь, нам денег вообще хватит на это все. Так, передние крылья. Так, шины я, наверное, и диски пока трогать не буду. Потому что это уже довольно сложно. Это что вообще? Это левый выхлоп. Давайте сделаем такой выхлоп. Так, это что? Это боковые юбки. О, у Юскани тоже есть юбка. Посмотрите, как красиво. Так, чем этот вариант отличается от этого? Краска, заводской вариант. Ну, так не особо интересно. Поэтому можем оставить вот так. Думаю, так смотрится неплохо. Крыло тоже можно вот так вот оставить. Так, я надеюсь, с этой стороны также. С этой стороны также. Так, что у нас есть еще? Хром, либо заводской вариант. Давайте оставим хром. Сколько здесь всего интересного приходится делать. Я даже не знала, что прям можно вот настолько под свой вкус сделать себе тягач. Так, и я до сих пор не знаю, стоит ли обвешивать прям таким количеством фар. Можно, конечно, попробовать. Да нет. А сюда можно поставить фары. О, тогда можно оставить и кенгурятник, если можно сделать вот так. Да. Я не знаю, это красиво смотрится или нет. У меня чувство сейчас такое, будто я в какой-то Sims попала и создаю себе персонажа. В принципе, я вот не знаю, кажется, будто кенгурятник лишний. Но если вы считаете иначе, напишите об этом в комментариях. Думаю, вот здесь вот сверху смотрится неплохо, а вот внизу насчет кенгурятника я немножко сомневаюсь. Зато больше света будет. Так, далее. Это мы сделали, это мы тоже сделали. Табличку лиса мы повесили. Переходим к аксессуарам внутри. Мы можем навешать сюда всяких флажков. Конечно, у меня выбор небольшой. Давайте хотя бы один флажочек мы повесим. О, это шарик из Rocket League. Это я знаю. Это табличка. Сюда можем поставить только кепку. Либо кружку. Давайте оставим нашу кепку. Здесь что? Тут тоже ничего нельзя поменять. Как-то скудненько получается. Заводской вариант тоже нельзя. Так, что это такое? О, можем сделать дерево.
Это, видимо, с красной строчкой и стандарт. Но стандарт мне не нравится. Давайте оставим такой вариант, какой был. Так, и я так понимаю, это все, что я могу здесь сделать. Все, что я могу здесь поменять. Так что вот наш конечный вариант нашей Скании. И смотрите, я добавила здесь еще одну табличку YouTube, то есть Лиса YouTube. И те, кто катается в мультиплеере, тоже можете, пожалуйста, сделать такую же табличку. И когда мы с вами будем вместе кататься, я буду сразу видеть, что вот, это вы со мной. Так, и я думаю, что... Думаю, все. На этом мы с вами больше ничего в ней менять не будем. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это. Кстати, мне кажется, что этот флажок смотрится лишним, поэтому я думаю, его можно все-таки убрать. Вот. Вот так вот, думаю, выглядит получше. Это флажок синий, а Скания у нас с красными элементами, поэтому оставим вот так. И в итоге у нас получается 97 тысяч. Хорошо, отлично. Ну, посмотрите, как-то она вышла прям красивой. Мне прям нравится, как у нас получилось. Даже очень нравится, как у нас получилось. И вроде даже кенгурятник не смотрится лишним. Какая у нас красивая Скания. Кстати, вот по поводу дисков. Может быть, можно будет еще диски потом в следующий раз поменять. Поэтому, если вы считаете, что диски здесь смотрятся не очень красиво, напишите, какие диски мне сделать, чтобы она прям была у нас прям красиво. И давайте мы с вами возьмем один какой-нибудь груз. Я попробовала поспать, чтобы груз у нас появился с более меньшим километражом, но самый маленький километраж это 226 километров, причем двойная сцепка моя любимая, мне всегда на нее везет. И, кстати, безалкогольное пиво. Давайте повезем безалкогольное пиво на двойной сцепке, прекрасно. Так, все, поедем на нашей Скании. Так, нет, никуда мы не поедем, пока мы не уберем стояночный тормоз. Все, поехали. Я уже почти привыкла смотреть по сторонам. Но я думаю, что эта Скания, она в любом случае получилась симпатичнее, чем Скания, которая была в самом начале, которая была просто белая, там, с немножко каким-то фиолетовым градиентом. Она отливала фиолетом. Конечно, тоже красиво, но я думаю, что черный с красным... Так, я не вижу светофор. Думаю, что черный с красным это все-таки будет беспроигрышный вариант. Я надеюсь, что вы оцените. Плюс, смотрите, здесь внизу. Где внизу? Здесь внутри салона сам интерьер тоже есть с красными элементами на руле, например, или на приборной панели, поэтому я думаю, у нас прям вообще получилось хорошо. Ну, как бы сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но мне нравится, Думаю, что лучше, чем с желтым цветом. Ну да, ничего меньше нету. Безалкогольное пиво с двойной сцепкой. Великолепно, вот оно. Вот он наш прицеп. Давайте мы его заберем. О, все, отлично. Быстро и легко. Так, не забываем о том, что у нас двойная сцепка. Нужно брать радиус побольше. Так, быстро, пока никого нет. Только бы не застрять. Самое сложное это застрять где-нибудь на выезде и въезде в компанию, а вот здесь вот на дороге уже будет получше, уже будет полегче. Так что это уже не проблема. Все, ждем. И пока мы с вами стоим на светофоре, хочу передать спасибо Максиму за его прекрасный комментарий. Мне очень приятно. Так, давайте посмотрим, куда мы едем. Мы едем в Оснабрюк. Мы везем безалкогольное пиво 16 тонн. Видимо, Оснабрюку очень нужно пиво в таком огромном количестве, аж в двойной сцепке. Так, возвращаемся обратно на навигатор. Кстати, навигатор у меня есть вообще... вот там, но я боюсь им пользоваться, хотя давайте попробуем.
Потому что я думаю, что так выглядит посимпатичнее, если я буду пользоваться вот таким навигатором, который в Скайне. И, в принципе, мне тот навигатор уже не нужен, вот эта панелька. Здесь все хорошо видно. Поэтому сегодня мы повезем груз вот так. Вот если бы у меня был еще свой прицеп красивый, я бы тоже сделала бы его каким-нибудь красным цветом, либо черным. И тогда было бы прям вообще хорошо бы было. Ну, я так думаю. И, кстати, следующий мой стрим будет в субботу. Поэтому я вас также всех очень жду. Надеюсь, вас опять будет так же много, как и на моем прошлом стриме, потому что я помню, максимум вас было, кажется, 117-120 человек, может быть, кстати, и больше. Вот, и это прям очень здорово. Я, правда, до сих пор не могу поверить в то, что у меня такой хороший актив на канале. И это все благодаря вам. Все благодаря тому, что вы меня смотрите, вы со мной общаетесь, поддерживаете такой хороший актив, и канал очень быстро, очень стремительно растет. Я думаю, обогнать или не обогнать, хотя мы едем с двойной сцепкой, и впереди нас еще куча машин. Это нужно либо всех обгонять, либо никого, потому что иначе смысла нет. И они так медленно все плетутся, как черепахи. Я на своей новой Скане еду, и мне хочется быстро. Мы все плетемся за тем вот тягачом, который... Ну, тут так-то ограничение 60, понятное дело, но я думала сегодня скоростной режим не соблюдать. Но нет. Тягачи, боты решили за меня. И я еду так же медленно вместе с ними. Я помню, чем закончился мой прошлый обгон, также на этой же Скайне. Поэтому обгонять сейчас даже немножко страшно. И, кстати, вот уже совсем скоро выйдет мое новое видео по сити-кар-драйвингу. Напоминаю, что там я буду сдавать экзамен на автодроме и экзамен в городе. Поэтому я думаю, что будет интересно, поэтому обязательно заходите, смотрите. И для того, чтобы это видео не пропустить по сити-кар-драйвингу, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, если вы еще его не нажимали. И тогда вы точно его не пропустите и посмотрите его одним из самых первых. Или все-таки обогнать. Я не влезу даже вот в это вот расстояние между этими двумя машинами, если я буду обгонять. И все, что мне остается, это просто медленно плестись. Но как? Если я жажду скорости. Кстати, мы можем смотреть только лишь на заправку на этой панельке. Сколько у нас еще бензина, но бензина у нас еще достаточно, поэтому заправляться мы не будем. Эту машину я пропускать не хочу. Чтобы хоть как-то немножко уменьшить этот поток машин передо мной. Сейчас мы, кстати, скоро будем поворачивать, поэтому думаю, что там мы сможем поехать побыстрее. Мы и сейчас уже едем 80, но ненадолго. Потому что мы догнали эти машины, эти два тягача. Один, видимо, везет бензин, я так думаю. Угу. Они все едут туда же, куда и я. Здорово. Все причем. Всем нужно направо. Или нет? Или все-таки нет? Давайте посмотрим, сколько нам километров осталось. Осталось нам еще 104 километра. Мы везем безалкогольное пиво на двойной сцепке. Мне очень везет на эту двойную сцепку. Давай, езжай. Очень везет мне на эту двойную сцепку. И почему-то очень везет сегодня мне на красные светофоры. Эх. Ладно, постоим, подождем. Нам спешить особо некуда. Пиво — это не такой срочный заказ, тем более безалкогольное. Кому оно вообще надо? Кому нужно 16 тонн безалкогольного пива? Тем более в Германии, когда там обычного пива, наверное, навалом. Все, мы едем уже 107, 108, 109. Она так-то очень быстро набирает скорость. Особенно с горки. Главное не перевернуться. А я могу. Я могу еще как.
Так, 120 даже было сейчас, но я притормозила, потому что я испугалась. В жизни я, кстати, читала вот ваши комментарии, узнала, что в жизни, конечно, фуры на такой большой скорости не гоняют. Но это было ожидаемо. Вряд ли бы у нас бы все заканчивалось хорошо, если бы наши тягачи по нашим дорогам катались с такой скоростью, как я здесь. Потому что здесь-то дороги идеальные, а вот в нашей суровой, так сказать, России дороги такие, что там далеко не уедешь. Либо уедешь, но немножко не на тот свет. Немножко не туда, куда нужно. Мы почему-то очень быстро проехали этот участок дороги, потому что я вот только что смотрела, нам оставалось 80 километров, а сейчас уже раз, и я вижу флажок на карте. Поэтому, пока я не успела приехать, хочу передать большое спасибо Ханычу за его комментарий. И также не забывайте оставлять ваши комментарии, точнее свои комментарии под моим роликом, потому что вы точно так же, как эти ребята, можете попасть в зад тягачу. Можете попасть. Можете попасть в следующее видео. Ну вот. Не надо, не надо. Что ты делаешь? Вот такие вот дела. Давайте, вы уже это умеете делать, мы сделаем вид, что вы ничего не заметили. Видимо, я заболталась с вами и чуть-чуть не рассчитала, чуть-чуть плохо затормозила. Ну ладно, ущерб. Какой у нас ущерб? Всего 1%. Ущерб грузу и прицепу нет. Так что все хорошо. Ничего страшного. Так. Все, мы почти доставили. Вот он наш флажочек. В принципе, я справилась с этим навигатором на скане. И думаю, я и в дальнейшем не буду его включать. Только если мне сильно не нужно будет парковать, мы его не будем. Потому что это двойная сцепка. И все равно превосходно, даже несмотря на то, что я в самый конец въехала. Но как же без этого? Я же все-таки Лиза. И на этом наш ролик подходит к концу. Давайте еще раз посмотрим на нашу прекрасную, красивую Сканию, которая у нас получилась. Мне, кстати, реально очень нравится. Мне нравятся вот эти вот хромированные зеркала, хромированная вот это вот, я не знаю, что это, челочка. И на этом все. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, оставляйте ваши прекрасные, чудесные комментарии. Возможно, некоторые из ваших комментов попадут в мое следующее видео. И на этом все. Всем пока. Девка за рулем, Девка за рулем,